Все, сегодня будет прогулка по Буэнос-Айресу. Небольшая, где-то на часик, на 40 минут. Когда кто-то подключится, тогда и погуляем. Вот где-то так. Ждем, когда народ подключится. Пока посмотрите на центр Буэнос-Айреса. Центр Буэнос-Айреса. Где-то... Какая это у нас улица? Баррера. И, ну, в общем, тут недалеко в центре. Баррера. Так, ладно, потом пойдем. О, уже кто-то, по-моему, подключился один. Сейчас глянем. Точно, уже 3 человека есть. Приветики, народ. О, бондия, Наталья. Так, сейчас перейдем, пойдем по центру походим. У меня есть часик. Это не наш район, это в принципе микроцентр. Привет. И у меня есть 40 минут погулять немножко по микроцентру. Вот в этом райончике показать вам. Товарищи, ставим лайки. Оля. Так и есть. 40 минут прогулки. Сегодня обещали грозы целый день. Но, правда, грозы не состоялись. Пока что, во всяком случае. Ну, я здесь. Грозы пока не состоялись. И этим воспользуемся. Пока привез Свету, оставил машину. Машину можно оставлять, надо платить на вот этих квадрах. И еще надо платить по приложению. Если кто не знает, берем приложение, скачиваем, ставим в телефон, заезжаем на улице Буэнос-Айреса в микроцентр, смотрим, где есть. Включаем приложение и смотрим. Если он показывает, что здесь можно стоять, значит оплачиваем. Это гораздо дешевле, чем ставить на какие-то стоянки. Вот, к примеру, я здесь за 1,5 часа стоянки по приложению заплатил 80 песо. И это совсем неплохо. Теперь, знаете, новые правила вошли в городе с 1 числа. Сегодня 2, со вчерашнего дня в Буэнос-Айресе. Правила для водителей. Не то, чтобы они новые, просто ужесточение правил. Всегда было запрещено, когда ты ездишь, разговаривать по телефону, да? И всегда у нас запрещено было ездить не пристегнутым. Но за это никогда не штрафовали. Теперь с вчерашнего дня сказали, что усовершенствовали камеры в Буэнос-Айресе. И в Буэнос-Айресе ввели штрафы, специально камеры будут фотографировать за непривязанные ремни и разговор по телефону. Кто не знал, учитывайте такую штуку. Вот мы сейчас, может, даже куда-то выйдем, хотя бы на часик пройтись. А вы пишите мне ваши вопросики, потому что, честно говоря, я нифига не готовился, чтобы там отвечать, специально рассказывать классные истории. Могу просто Буэнос-Айрес показать, могу показать магазинчики. Вот, видите, здесь продаются платья, написано 40% скидка. Домики здесь вот такого стиля в этом районе. Только что видел проходящих кучу русских. А еще почему тут куча русских? Потому что 1 квартал отсюда русское посольство. И вот они туда за всякими бумажками бегают, потому я их только что и видел. Там оно загорожено, мы проезжали мимо, там оно загорожено всякими защитными щитами, ну, полицейскими вот этими, понятно, то есть поближе к народу. Рад, что у вас все хорошо, смотрю вас давно. Ой, спасибо, Андрей. Как красиво, чистенький, архитектурная Европа. Так, ребята вот эти шли, только что заглядывали, как трансляция идет. Им же интересно видеть, когда кто-то идет и транслирует прямо. Так. Ну что, пошли в сторону... пошли в сторону 9 де Хулио. 9 де Хулио, это самая у нас там широкая авенида. Вон впереди вот там это самое посольство Евросоюза.
Италии, там оно, по-моему, все в куче. Вот, Италии, Евросоюз, все до кучи. Это тоже какое-то посольство, я только не знаю какое. Сейчас будем проходить, будет написано. И выйдем на Нуэве де Хулио, походим немножко. А потом вернемся в этот райончик, бо у меня только 40 минут. Так, кто не знает, как платить за стоянки в Буэнос-Айресе, показываю. Впереди, видите, столб с плакатом. И вот здесь написано. Штрих-код есть такой, видите? Вот он, подойду сейчас. Вот есть столб с плакатом, что за стоянки платить. Штрих-код. Сканируете штрих-код, вам высветится приложение. Вы его устанавливаете, после чего запускаете. И у вас покажет, на какой вы улице стоите. Вы сами выбираете, сколько времени вы будете стоять, и вам высветится цена. После чего оплачиваете. Никаких талончиков не надо. Проезжает мотоцикл со сканером полицейский. И сканирует сканер, оплачен этот номер, не оплачен этот номер машины. И все, сейчас так. А если нет, то вас заберут. Вот машинка нарисованная. Что если вы не будете платить, то вас увезут. Вот. Видите? День-день. Так что, ребята, на всякий случай, тем, кто не любит платить. Так, русских ребят много приехало ржать. Родильный дом прям пишут, да, так и есть. Это бум. Это бэби-бум в Аргентине. Русский бэби-бум. Так. ¿Cómo te sientes? Perfecto me siento. ¿Cómo me tengo que sentir? Вот. Гуляем дальше, народ. Идем. Здесь вообще рядом где-то еще посольство Бразилии стоит. Так что, кто хочет в Бразилию и взять его посольство, тоже здесь, где мы сейчас гуляем. Вон, Евросоюз и итальянский флаг. Видите? Вот вам реальный Буэнос-Айрес. А то вчера я сидел из дому, показывал. А теперь решил тут пройтись вам, чтобы немножко показать чуть более реально. Так, ну что, вот поза этим посольством выйдем сейчас на... Ну, парчики мы и потом покажем. Давайте покажем нашу широкую авениду. Вот она. Сейчас перейдем. Только к машине вот проеду. У меня никто, блин, не переехал здесь вместе с трансляцией. О, бабки побежали, и я пойду. Значит, можно. Значит, никого нет. Ребята, самая широкая авенида, по-моему, вообще Южной Америки. Вон оттуда домов до этих домов. А вот бразильское посольство, там полицейский около него стоит. Не будем на посольство особо трамитирить. Площадки для отдыха. Кружочки, пальмы рассматриваем. Мы стоим около этого самого. Так, сейчас прибавится от подписчиков. Тоже думаем приехать народы. Приезжай. Приезжайте. Ну, подписчиков у меня прибавляется и без того, что сюда едут русские. Дело в том, что все, кто едут, они все блогерами становятся через минуту. Они же думают, что это единственный, кто показывает. Они все ходят с телефонами, так что они на меня не подписываются. Те, кто приехали, они смотрят вживую. Зачем им смотреть на меня? Вот смотрите, кто хочет бомжиков посмотреть. Вот семейка отдыхает. Так. Опс. Вот семейка отдыхает. Ну, чем, бомжей не видели. Одного увидели. Так, вот это называется Нуэве де Хулио. Хотел как-то на середину перейти. Там есть где посерединке походить, чтобы видно было на все стороны. Но ладно, пройдемся как можем. Это центр города, впереди будет обелиск. Тот, который мы часто проезжаем, когда я езжу и снимаю вам видео о своих поездках, когда на океан еду и все, то я проезжаю вот сюда, по этому месту, и дальше еду в центр. Сейчас мы попробуем что-то подобное сообразить.
Так, этот чувак явно с бразильского посольства бежит. 100% точно. Покупал какие-то штучки для печатания. Сейчас мы попробуем походить по центру этого всего Нуэво де Хулио. Вы их все рассмотрите. Перейдем немножко сюда, потом там попробуем перейти туда, когда машины будут стоять. Сегодня хотя бы не жарко, я даже шапку не одевал. Вот, в этом это хорошо. Так, вот, это да, блогеры новые, все так забавно хвалят Буэнос-Айрес, люди в облаках летают. Да пускай летает, оно так это самое. Оно ж прикольно. Все думают, что поймали хвоста, то есть это удачу за хвоста, а в конечном итоге все попрутся на работу. Диги-диги-диги. Это я бездельник, мне делать нефиг, я хожу, снимаю. Смотрите. Еще до сих пор в некоторых местах жакаранда не перецвела. Сейчас попрем. Вы видите, да? Вот вторая сторона авениды там, и потом это все широкая авенида, и вот еще. Когда всякие у нас народные гуляния, так сказать, футбол выиграли, еще что-нибудь, то все происходит здесь. Все здесь орут, кричат, все сюда бегут. Ну, жакаранда еще цветет. Вот это вот сверху, это еще жакаранда. Вон, видите? Полицейский стоит. Оля. Так. Теперь куда можно пройти? Ну, можно вот там не пройти. Там не погулять. Я смотрю просто куда и так, чтобы как бы немножко по центрику пройти. Чтобы можно было вам показать. Ладно, перейдем на ту сторону, вот здесь на пешеходном переходе. И попробуем пойти там. Нравится вам Буэнос-Айрес? Такой лайк поставьте. Так, мужик, не переезжай меня, я хороший. Вот это скоростные линии автобусов идут по центру. Видите, вот написано бус. И здесь скоростные линии для автобусов. Здесь куча рядов машин. Все зависит от того, куда ты хочешь ехать. Если я хочу ехать, к примеру, сейчас перешел, вот здесь пойдем. Если мне хочется ехать по автописте, значит держись среднего ряда, вот это, тогда ты попадешь на внутреннюю автописту. Если ты хочешь ехать по всяким другим улочкам, держись правей, когда едешь по Нуэво де Хулио. Вот я нашел дорожку, в принципе, как бы и в центре Нуэво де Хулио, и где можно походить. Так, да, так и есть. Наплодилось много каналов, но они не дают реальных советов. Так поспрашивайте, они дадут. Я видел кучу объявлений, типа, живу здесь уже 3 месяца, могу уже все рассказать и научить. Записывайтесь у меня на касты, или как это называется, на мою учебу. Этого полно. Я вчера повстречал здесь подписчика своего, русскоязычного я имею в виду, который даже нас, ну, мы в парке гуляли со Светой, позвал и захотел сфотографироваться. Это неудивительно, когда я встречаю аргентинцев, это рыболовы все. Но из русскоязычных вчера первый раз было, я прямо так весь возгордился. Ну, молодец, если честно говоря, парень. Я в плане того, что он сам с Белоруссии, не будем называть там конкретно имена и все такое, просто что человек с Белоруссии приехал 7 месяцев здесь. Хоть и не знает толком еще, ну не то, что не знает, может и знает, я имею в виду, что там документы надо продлевать, то все, но он работает, он вчера долго не задерживался, сказал, мне на работу бежать. Чем занимается, я не спрашивал, но факт в том, что хоть не сидит и не это самое, а работает. Вот это нормально, когда человек приехал и бегает, что-то делает, что-то подрабатывает, что-то шустрит, и это хорошо. Так, о, видите, не самые лучшие советы от Леонида. Правильно, что не самые лучшие, а такие, которые должны быть, а не самые лучшие. Самые лучшие, это, знаете, это сказочки для дедушки с бабушкой.
которые всем должны нравиться. Советы должны быть реальными, по реальной жизни, которая здесь находится, а не потому, как каждый себе ее представляет. Так что полностью согласен. Я не даю тех советов, которые будут кому-то особо нравиться. Потому что мне по барабану, нравится это кому-то, не нравится. Я даю то, как оно есть. Вот как живут люди здесь, так и рассказываю. Вот. Если есть что-то плохое, рассказываем, что есть что-то плохое. Если есть что-то хорошее, говорим, что есть что-то хорошее. А вот эти затравки всякие. Так. Классно, надо встречи организовать вам, Леонид. Да я бы организовал, так никто не приходит на такие встречи. Мы как-то раз 2 или 3 приглашали, кто хочет, приходите, допустим, там в парке, повстречаемся, посидим, обсудим, сделаем трансляции, еще чего-нибудь. И думаете, что, хоть кто-нибудь откликнулся? Да не один. Вот, там Мардель платит, да, то же самое. Так что, и встречи. Вот, посмотрите, по телеку, так сказать. На эти встречи это все хорошо, так знаете, говорить. Да, вот, давайте. Я сколько предлагал, может кто-то хочет встретиться, там, рассказать свою историю, сделаем такие классные видео с вашими историями. Ну и что? Да ни один никогда не откликнулся. А также, как помните, я когда-то начинал делать такие стримы, которые подключал других людей к этим стримам. И тоже говорил, ну хотите хоть что-нибудь на e-mail, напишите, мы сделаем общий такой стрим. Ну вот один человек с Мексики один раз откликнулся, и все. И больше никого. Так что одно дело сидеть там, на той стороне экрана, и писать, когда ты под ником находимся каким-нибудь там, ну не знаю, Петр Первый там или еще что-нибудь, и писать, что попало. А другое дело выставить себя в камеру и показать, и рассказать. Не все на это как бы хотят. Так. Рыбалка для русских с Леонидом там. Ну, можно и так. Но тут хорошая рыбалка. Такая действительно запоминающаяся. Ну, немножко дальше от Буэнос-Айреса. В Буэнос-Айресе есть рыбалка. Но она такая сегодня на сегодня. Немножко как бы это самое. Удочку закинуть, душу отвести, там, рыбку потягать, выкинуть ее обратно. Река-то грязноватая. Тут рыбу кушать нельзя. Кстати, такой эпизод уже давно держу и так и не поставил никак. Надо хоть картинку сделать, допустить. Так. Это мне говорят, что это я не так понял, что это типа никого не слушать, кроме Леонида. Да как хотите. В принципе, смотрите. Я от этого, ну как бы... Это не основная моя работа, скажем так. Я вот сегодня с утра проснулся. Вчера, если кто был на стриме, знает, мне там компьютер принесли на ремонт. Я вчера его не делал. Надо, чтобы товар вылежал. Сегодня утром, в 7 утра я проснулся. Уже в 7 утра взял этот компьютер. В 9 я уже позвонил женщине, которая принесла. Мы уже договорились. И она сказала да, и хочет, чтобы я так сделал, как я ей предложил. И, соответственно, уже я его почти закончил. Потом мне надо было ехать сюда. Я поехал, через час вернусь, компьютер закончу, отдам ей сегодня. То есть, в принципе, сервис недолгий. Вчера принесла, сегодня заберет. Все будет переустановлено, все ее фотки будут найдены и все остальное, что она хотела. Вот. А потом мне снова надо уехать по делам. Ну, а по дороге, может, еще что поснимаю. Так что жить с того, что показывать Буэнос-Айрес или что-то такое, или блогерствовать, с этого я особо как бы не всегда и успеваю, делаю, когда могу. Потому что у меня еще есть пару каналов, куда я должен делать. Еще у меня есть обязанность ездить на рыбалки. Ой, как, блин, грузовик жужжит. Кто не знает, это остановки скоростных автобусов. У нас по городу их полно, смотрите, видите? Есть выделенная линия, где ходят это остановки. Здесь есть зарядные устройства для телефонов и все. Вот написаны номера автобусов, которые проходят. Вот в другую сторону автобус. Центр выделен для автобуса. Также по другим авенидам, типа у нас там на Кабильдо. Вот, и все такое, видите? Потому вот, идете, ищете такой автобус, смотрите номера, какие тут останавливаются, подходите. Он вам останавливается, садитесь, едете.
С другой стороны, там везде. Блин, это стрижет, тут шумно так. Это стрижет кустики бензопилой. Но все равно город все время ухаживает. Там чистят, там стригут. Сегодня ехали в парках на Палермо, косят траву косилками. То есть все где-то, я же говорю, это вам тем, кто говорит: Буэнос-Айрес страшный город, Буэнос-Айрес плохой город, Буэнос-Айрес. Да вот посмотрите и сравните с тем, где вы живете. Насколько все страшно. Не верите, что это вживую, что это я? Вот, пожалуйста. О, приветики. Так, что написано? Леонид, добрый день, привет из Каппадокии. Приветик. Як там экономика? Ну, прекрасно у нас экономика. А, Наталья, ну я это самое. Значит, неправильно понял, извиняюсь. Экономика у нас нормальная, экономика у нас как всегда. Ничего новенького в экономике нет. В магазинах все есть, цены здоровые, доллар растет, крипта сегодня растет. Ну, что вам еще сказать про экономику? Буэнос-Айрес цветет, обратите внимание на деревья, не на цветы, а на деревья. Весь Буэнос-Айрес цветет. Вот вам. Гляньте, что туда, вот. Так, начинает капать дождик, тем более я так немножко углубляюсь, но я быстро хожу, вы не переживайте. Сейчас дойдем чуть-чуть к центру. Вот булочки чувак развозит на велосипеде. О, это с пекарни повез, видите? Напекли свежих булочек и поехали булочки. Дождик немножко начинается крапать, но мы сейчас чуток еще пройдемся в сторону театра и свалим в сторону и будем возвращаться. Я сразу предупреждал, у меня есть только 45 минут для этих ходилок, бродилок. Ну, вот здесь и свернем. Сейчас вот по этому парчику. Опять же дождь. С одной стороны дождик это плохо, а с другой стороны классно. Обещали вообще сегодня целый день дождик до завтрашних 15 часов. Но обещали вообще грозы, а не дождик. Ну, слава богу, только-только пошел этот. Смотрите, шум, конечно, немножко тут, но ничего. Попривыкаете. Вон туда несколько сот метров и уже обелиск стоит. Но мы уже так дальше не пойдем, бо я ж обещал вернуться еще. Сейчас светофор переключится и сможем перейти. Все, видите, здесь на светофорах люди останавливаются. Кто только что зашел и не знает, я еще раз повторюсь, тут у нас с вчерашнего дня фотографируют камеры за непристегнутые ремни, разговор по телефону при вождении. Так что будьте осторожны, штрафы довольно будут большие. Так, бесплатные. Вот даже смотрите, таблички написаны, вон светящиеся. Уса синтурон, то есть пристегнись. Si manejas, no uses el celular. Если, ну, типа, это сам управляешь автомобилем, не должен использовать телефон. Видите? Светится во всем, потому что с вчерашнего дня тут большие штрафы за это дело. Теперь есть специальные камеры, которые различают. Велики. Зайдем куда-нибудь. Паркинги, где машину оставлять, пожалуйста, в любом месте. Пройдемся сейчас вот здесь чуток по парку, потому что очень шумно. И пойдем где-то по внутренним уличкам возвращаться. Вот, смотрим, какие здесь у нас парчики. Меня прикалывают вот эти фонарики. Правда, не знаю, почему их, блин, не выключают на этот самый, ну, днем. Но, в принципе, смотрите, это выгулка собак обгороженная. В каждом парчике есть, у нас то же самое.
Можно даже потренировать, там есть палочки, чтобы собаки походили, это. И вот такой домик, это кулечки, которые укладывает от правительства для того, чтобы какашки собирать собачьи. Потому что у нас написано, такой лозунг есть в Буэнос-Айресе: твоя собака, твои какашки. Так что смысл в том, что убирай за своей собачкой. Все, сразу тише стало, когда с 9 де Хулио сошли. Смотрите, моментально стало тише. Так, что пишет? Так, штраф по фотографии лица или по номеру автомобиля? Вот смотрите, сказали так, что наверное будет. Я не знаю точно пока что, но там был такой шумиха немножко, что типа, как же насчет привасидада, что типа нельзя фотографировать там лицо, кто где передвигается. Они сказали, так, вон то русскоязычная мама гуляет с ребенками, 100%. Так, они сказали, что они, когда будут присылать штраф, лицо будет замыленное. Но в базах, наверное, будет с лицом. И сейчас этот вопрос очень таки решается насчет того, как присылать штраф, по лицу или нет. Но факт в том, что да, этот обсуждали вопрос. Только не знаю, как разрешили в конечном итоге. Фу. Так, мужик перекусывает. Уже ушел с 9 де Хулио, хотя бы на 100 метров. Пойдем. Здесь, в принципе, это район уже, ну, как бы мы шли, я просто не дошел к центру. Там уже театры, там трибуналис, трибунал, Верховный суд, там обелиск стоит, и все в таком духе. Это тоже очень классный райончик. Я когда-то здесь, когда еще обслуживал всякие сиберкафешки, работал. Здесь университеты. Ну вот, 9 де Хулио, вот смотрите, где банковская машина выехала, это и есть 9 де Хулио. То есть мы через парк прошли 100 метров. Просто там так шумно, что я вообще, типа, голову эту самую разбубухивает. Это банковские машинки, которые деньги забирают. Так, пойдем. В магазинчики позаглядываем. Магазин Ноганет. Вот этой фирмы всякие мышки, клавиатуры, все такое. Вот, видите? Да, пожалуйста. Ну, вообще-то центр больше считается такой офисный райончик, знаете. Как бы вот Бельграно, Нунис, Палермо. Это такие более спальные районы. А вот центр это более офисный. Но, хотя это все сильно поменялось после пандемии. До пандемии это было так. После пандемии, конечно, очень сильно изменилось. По одной простой причине. Я так понимаю, вам за девушками идти просто уже, как бы это самое, глаза поломаете, так что пойду я впереди от девушек. После пандемии люди изменилось. Почему? Потому что все начали работать из дому. А если работают из дому, то им офисы как таковые уже особо и не нужны. За 2 года пандемии людей приучили к тому, что встречаться надо пореже. И теперь почти основная масса, ну как бы процентов 50 всяких, которые имели офисы, теперь переехали, работают из дому. А если нужно с клиентами встречаться в кафешках открытых на улице, сели за столик, там всегда ноутбуки взяли с собой, порешали свои дела и разошлись. И это стало гораздо дешевле, гораздо удобнее. И вот много офисов в микроцентре опустело. И в цене немножко сбавились. Что это у нас такой белобрысенький в шортиках идет? Так, тут народу полно. Что самое интересное, что вот, ну, приехавший, как-то можно, честно говоря, не знакомиться, можно за 50 метров отличить, что это вот, ну, приехавший человек. Не знаю, наверное, глаза привыкли к тому, что все-таки аргентинцы более смуглые, более низкие. Они одеваются по-другому, аргентинцы одеваются попроще. Мы когда смотрим, когда идет в каком-то платье, в таком крутом, то все, ну вот точно, типа это самое. Вот поскольку идем, посмотрите, крутых аргентинок в каких-то особых платьях, там, том все вы и не найдете. Вон, девушка стоит, смотрите,
Майка, кеды, блин, спортивные штаны. Все. Попроще все. Тут особо не это самое. Не прутся. Вот женщина, гляньте какая. Хоть и сверху покрасила, сделала причесочку. Но идет она в простой такой одежде, в удобной. И этим очень сильно отличается от приехавших. Они же думают, что они за границу, и типа надо хорошо вот так круто как бы выглядеть за границей, показать, что ты же не хуже других. А тут наоборот. Тут все, когда такое видят, думают, ну блин, к чему оно? Так. Оля, Оля. Иногда так охота въехать в офис хотя бы 2 раза в неделю, уже надоело из дому работать. Это точно. Это правда. Вот такая тяга, типа, уехать и уже где-нибудь побыть одному там или где-то в другом месте, это вот тоже такое. Это такое есть. Полностью поддерживаю. Вот. Что все время хочется изменить немножко хотя бы место пребывания. Вот. Я бы тоже с удовольствием, вот, хотя бы там 2 раза в неделю ходил бы в какой-нибудь офис, и чтобы сменить место. Ну, у меня есть хотя бы отдушина то, что я могу поехать на рыбалку, для меня это уже смена места. Я себе поеду где-нибудь за город, там посижу, и там у меня и отдушина со сменой мест. Так, посмотрим на котовом магазине, ну, на всяких вот таких безделюшек. О, Наталья пишет, что я наоборот любитель рваных джинсов, кеды, это просто рай для меня. Это точно. Это точно. Вот это рай для аргентинцев. Вот как-то они так попроще. И вот просто я же иду, где попало, а вы пообращайте внимание, как люди одеваются. И если сейчас встретим еще каких-то наших, увидите, как они будут разниться в этом вопросе. Ну, понятно. Люди так привыкли, люди так выросли, люди так живут. И это нормальное явление. Я не к тому, чтобы сказать, что это плохо. Я просто говорю, что это необычно. Что это необычно, и сразу как бы человека, ну, видно. Вот из-за чего я. Вот. Кеды, джинсы, майки, бирки. Вот это по-нашему. Так, чего у нас тут? Домики аргентинские. Давайте хоть на что-то поглядим, а не просто будем ходить. Вот. Леонид, здравствуйте. На судоремонтном заводе есть работа? Знаете, как я вам скажу? Я на судоремонтный завод не ходил, не знаю, но я думаю, что есть. Вот. Из-за чего? Я вообще слышал о том, что здесь же, как правило, все на кого хотят учиться? Здесь все хотят на психолога, на адвоката, на вот такое все. То есть туда да. А я слышал, что на такие простые вещи, как судостроение, все там такой недобор, что там вас, как говорят, это самое, с руками и с ногами возьмут, если вы захотите учиться где-то в такой области, которая там инженер по судостроению, не тот, который это. И я об этом слышал, что есть там очень большой дефицит в этом вопросе. Так что если вы что-то в такой области, и тем более не адвокат и не психолог, то я думаю, да, вы себе работу найдете. Просто лично я, это не моя специальность, чтобы сказать конкретно, есть она там или нет. Вот, видите, как аргентинки одеваются. Попроще, попроще. Чтобы, особенно в Аргентине, как? Так, чего это у нас тут? Ресторанчик. Ну, ничего, ресторанчик. Вау. Ремонт в моем микроцентре сегодня заметил. Ехал около, там где мы ехали, 2 или 3 ремонта улиц было. Сейчас вот целый квартал снова что-то роет. Но это правда навсегда. Где-то чего-то роет. Я уже рассказывал. Одни придут, кабель проложат. Другие придут, заложат плитку после прокладки кабеля. Приедут третий, добавят плитку, положат второй кабель. И так до бесконечности.
Вот вам работа. Так. Мне в какую сторону идти? А, я, наверное, понял, в какую сторону идти. Вот в ту сторону мне идти. Вот в эту. Сейчас, если будет школа, тогда я точно попал правильно. А может и неправильно. Вообще-то школа там. Да ладно, пошли, какая разница, в какую сторону идти. Привет. Вот. Вот, встретились. Здравствуйте, Леонид, я вас попище говорю. Там у меня трансляция. Я смотрю, ладно. Делать нефиг просто. Хорошо, гуляй. Как устроить? Давно приехали? Неделю назад. О, так вообще хорошо. Я вчера встретил человека из Беларуси, он 3 недели назад приехал. А откуда? С Тюмени. Вау. Ну, хорошо устроиться. Давай. Вот человек подошел с Тюмени, уже второй, кто ко мне подошел. Все остальные делают вид, что они меня вообще никогда не видели. Человек неделю назад приехал с Тюмени. Ну все, устроиться будет, жить будет, все окей у него. Вот, если есть такое желание. Так что видите, ходишь тут вот так вот. Так. Байкал смотрит. О, хорошо. Кстати, надо было бы написать, кто откуда, то хоть смотрит. Так, у нас в деревне Versace ходят, правда, в китайском. Но об этом они не знают. Ну вот, я об этом и говорю. А у нас нет. У нас в городе ходят вот так вот. Вот как эта девушка идет, видите, вот. Вот такие какие-нибудь штани, шлепки, попроще майку. И погнали. Вот, это все наши Versace. Потому что человеку должно быть удобно в этой одежде и в ту погоду, которая на данный момент есть. Если жарко, надо одеться так. Вот я сейчас иду, майка, шорты, шлепанки. И вот это все по-аргентински, прикидывайте. Так, Байкалу привет мы сказали. Как в Москве, вечно все роют, ремонты. Ну да, тоже свой Собянин. Ну, может и так, но с другой стороны у нас действительно город меняется. Так что с одной стороны это мешает, а с другой стороны потом в конечном итоге смотришь. Да, конечно, бывает ошибается. В каком плане ошибается? Один раз на авенue Кабильдо перерыли весь центр, поставили такую аллейку по центру и посадили пальмы. Мы такие думаем, ну круто, у нас теперь будет такая по центру разделение с пальмами, то все. Тут раз через полгода вырвали все пальмы, вырыли все это и сделали там линию скоростных автобусов. Теперь там ходят скоростные автобусы. То есть идейки они, конечно, меняют часто. Или там поделали один раз такие бачки мусорные, которые стояли, в которые, ну, мы вообще удивлялись. Вокруг бачка всегда было мусор. Как бы людям совсем было неудобно, наставили полгорода этих бачков, а людям совсем было неудобно бросать. Они всегда бросали мимо. Ну что, потратили деньги, потратили, новые придумали бачки. Так, это Муданса. Муданса это переселение. Если вы куда-то переезжаете, заказываете такую машинку, она приезжает с рабочими. Они фигачат туда всякие ваши шкафы, мебель, кровати. И все увозят, и привозят, и перевозят. Понятно, да? Так. Тут мы прогулялись. Сейчас еще один квартал в ту сторону вернем. Я уже поближе к машине гуляю, потому что скоро света выйдет. О, кстати, сколько нам тут? 1 квартал или 2? Пойдем прогуляемся мимо посольства. Посмотрим, как они там себя почувствуют. Или, в принципе, оно нам нафиг не надо, если честно говоря. Может, наверное, нам больше всего, что и нафиг не надо. Так, моя машина стоит, я вот здесь ее оставил. Вон там вторая за этим. Так, пишут, что в отличие от Москвы, в Буэнос-Айресе зелени много. Да, смотрите. И это обычные улицы. Это не то, что это. Насчет зелени, смотрите, все в деревьях сюда. Все в деревьях сюда. Все в деревьях сюда. То есть мне когда-то в начале, когда я начал снимать, мне рассказывали, говорили, нет, Буэнос-Айрес, каменный мешок, блин. Да я думаю, господи, да в некоторых селах меньше деревьев, чем в Буэнос-Айресе. Вот, если хотите квартирку снимать или что-то такое, ищите вот такое, где написано «Пропиедадес». Там сдача, продажа и все такое. На каждом углу эти пропиедадесы существуют. Можете найти. Если вам машину поставить, или, как я сказал, сканируете код и устанавливаете приложение, или вот стоянки. Вон моргает буква Е. Все, туда загнали, там вам по часу
заплатят, оставляете. На некоторых стоянках вас попросят оставить ключ в машине, не бойтесь, оставляйте. Потому что им надо передвигать машину, это самое. На некоторых, когда установишь так, что она как бы не должна передвигаться, можете забрать свой ключ с собой. Ну, я хотел сказать, что если вас спросят, оставь ключ на стоянке, не пугайтесь, это вполне, ну, как бы нормальная практика в Буэнос-Айресе. Не думайте, что они там у вас там потырят что-то там в вашей машине, блин. Ну, конечно, я не сказал, что надо там iPhone оставлять прямо на виду. Когда будут передвигать, может у кого и закосит. Но это редкость большая. Это как бы практически не бывает. А можете оставлять. Thanks. Идем дальше. Знаете, вот чуваки бывают продают вот такие, как я их называю, веники. С перьев сделанные. Смотрите, вот они стоят на перекрестке. Вот одни висят, одни стоят. А он, чувак, сидит на той стороне, держит их в руках. Они продают такие веники, и неудобно сметать всякую пыль в машине. Вот они, эти веники. Так, народ уже в кабачках сидит. Ты посмотри, уже кофе пьет. Рано утром они уже все, блин, на кофеек присели. В середине все забито. Не буду тыкать в середину, но в середине все забито. Эта машина так пищит, когда назад сдает. Прямо вот, блин, пищит и пищит. Так, что тут еще? Так, сколько стоит парковка на месяц в таких парковках с буквой Е? Ой, не знаю, спрашивайте, в каждом районе все по-новому. Он следующее моргает, он там на следующем квартале. В каждом районе, все зависит от района. Где-то есть более, ну, как бы, микроцентр, когда люди приезжают, больше ставят, потому что там запрещено вообще в центре ездить в рабочие дни. Соответственно, там дороже. В каких-то окраинах совсем дешевле. Опять же, там почасово больше денег берут. За день меньше денег берут. Если на месяц, я уверен, еще скидка будет. Так что, ребятки, тут в каждом районе отдельно. Нет такой стандартной цены, которая скажешь, вот парковка на таких стоянках стоит столько-то. В одном месте может стоить 300 в час, а в другом месте может стоить 100 в час. Буэнос-Айрес вечно строится, старые дома ломаются, новые вон выстраиваются. Что за район? Да хрен его знает, как он правильно называется. Район около где начинается 9 де Хулио. Или сейчас я вам скажу, вот на перекрестке улицы, все равно мне надо сворачивать, потому что я не могу, ну, как бы далеко уходить, если придет, будет меня ждать. Я машину там оставил. Так, вот, допустим, что тут написано? Мануэль Кентана, а тут Родригес Пеня. О, Родригес Пеня, все-таки мы доперлись до посольства. В общем, район посольства России, скажем так. Ищите, где посольство России в Буэнос-Айресе, это и есть этот район. Сейчас мы будем мимо проходить. Вот все, что загорожено всякими этими вот щитами железными, это и есть посольство России. Вот. И мы сделаем кружок, навернем. Тут ремонт дороги идет сейчас, в данный момент. Так что там щитами перегорожено. А, не, пройти можно. Я думал, что нельзя пройти. Можно. Ну вот. Вот это есть. Вон там флаг висит. Вот. Соответственно, так как и положено, оно забронировано вот этими вот щитами. Вот тут есть такая дорожка пройти. Вот мы сейчас по ней пройдем. Видите? Так что район, так вот ищите, как он там называется, я просто не знаю. Мы сюда по делам приезжаем. Так. Ну это чтобы красивее было. Это просто такой дизайн у нас здесь в этом. Тут двери куда и через этот дизайн можно попробовать заползти туда. Так, не будем акцентироваться, просто нам надо пройти это место. О, все, прошли. Так что вот район, ищите по такому. Зато вы посмотрите, как здесь все выглядит.
Вот такая затор, это потому что снова ремонт дороги дальше. Видите, написано Кажесерада. Кажесерада это типа улица закрытая. Дальше тоже ремонт, никто не может поехать, потому все вот снова прутся в эту сторону. Но мне тоже туда. Бо машину я там оставил. Пойдем. Спрашивайте, пока у вас еще есть минут 15. Ла-ла-лай. Смотрим моду. Как одеваться в Буэнос-Айресе. Тики-тики-тики. Чтобы ехали с правильной одеждой. Никому ваши Versace тут нафиг не надо. Никто от него не будет прикалываться. Так, сколько стоит стоянка здесь? Сейчас узнаем. Так, тут вот 500 рублей за час. А ну, сейчас спрошу. Olha, buen día. Oye, señor, una preguntita chiquita. ¿Por mes se puede dejar auto acá? ¿No? Cada todo completo. Gracias. Так, вот я хотел спросить у чувака, сколько стоит тут на месяц оставлять машину. Он сказал, что нельзя, потому что все уже укомплектовано. То есть у них уже мест не хватает для того, чтобы оставлять на месяц. У них уже на оставляющихся хватает. Как вам? Сколько может падать песо? Сколько захотим, столько и будем валить свое песо. Наши песо, что хотим, то и делаем. А зачем нам останавливаться? Не, нам не надо останавливаться. Это как аргентинцы шутят. Наши песо, что хотим, то и делаем. Аргентинцы к инфляции привычные. Вы что, видели где-нибудь, чтобы были не забитые ресторанчики? Или кого-то это сильно смущает от того, что песо падает? Ну пускай себе падает. И еще напечатаем. Бумага еще есть, краска еще есть. Надо будет, еще напечатаем. А то с понтом в других странах ничего не падает. Там, а мои дети уже там, отлично, я тоже собираюсь, 65 лет, так приезжайте, блин. Это, в принципе, почти мой возраст. Как мне один говорил, а вот 60 лет, там, типа, я уже старый. Я говорю, блин, не обзывай меня, мне еще больше. И ничего страшного. Вот, песо падает, это хорошо, они для туризма стараются. Кстати, сейчас подали закон, но это подали на рассмотрение, знаете, скажем тогда, когда его примут. Там сейчас будут рассматривать у нас такой закончик насчет фрилансеров, что может быть, это вилами по воде писано, но если его примут, может быть, разрешат всяким, как говорят, работающим услугами за рубеж получать напрямую в долларах на счет. Просто думает, там, во-первых, кому разрешить, типа, может, программистам, а может и блогерам, а может еще кому. И какой там по категориям, какой размер в год разрешать, чтобы не переводить на песо, а прямо на счет долларов, потому что хотят доллары иметь. А так все зачухивают их куда попало. Только не в банк, потому что в банк как бы песами переводят. И это хреново. Вот я уже рассказывал, какая это обдираловка. Так сейчас будут, вот, вчера печатали, что уже подали, теперь будут рассматривать. И если рассмотрят, может быть такое, что те, кто фрилансер в Аргентине, сможет получать в конечном итоге и долларами. Вот. А если получать долларами, это хорошо. То есть, конечно, прямо на счет, типа ты там, только там есть всякие шкалы, типа 12 тысяч в год долларов, потом что-то 24 там и еще что-то. И вот это собирается рассматривать. Может не примут, может, блин, это самое. А может и примут. Всякое может быть. Так, перейдем сюда, пойдем. Вот в этом ряду там у меня машина стоит. Посмотрю, бо я же говорю, уже мое время скоро будет заканчиваться. Но мы сейчас сядем в машине, еще посидим, дальше почитаем, не только ж ходить. Так. Скоро будет единая валюта с Бразилией. Блин, где вы эту лапшу на уши берете? Я вчера рассказывал, не будет никакой валюты из Бразилии. Здравствуйте. Вот, видите, я же говорю, поздороваешься, тебе отвечают. Здравствуйте, говорит женщина. А я говорил, что я за 50 метров узнаю, но приехавших. Только что разминулся. Вот.
Да не будет никакой единой валюты с Бразилией. Никто не будет отказываться от какого-то доллара. Бразилия не будет отказываться от какого-то реаля. Это политические штучки перед выборами здесь аргентинского правительства. Это только есть намерение создать группу, которая будет исследовать, нужна ли эта валюта. Но бразильский банк центральный и бразильские представители правительства уже заявили, что они в этом не видят никакого смысла. Так что не слушайте вы эту фигню со своих телеков. Вчера в эфир я начинал именно с этого, что не будет никакой этой хрени. Так, посидим в машине. Тык-тык. Хватит ходить, водички можно попить, в машине посидеть. Сейчас мы все снимем. Установимся где-то здесь, в серединке. Опа! Ай! Залезем сюда. Двери закроем. Фух. Окрошку откроем. Наведем на себя и ответим на ваши еще вопросики. Сейчас только мне надо установиться. Так что, ребята, я вас разочарую. Это, конечно, чтоб там не рассказывали. Но больше всего, что не будет никакой там валюты ни с какой Бразилии. Вот, я вас даже сейчас чуть-чуть перецеплю, пока вы пишете. Я вас перецеплю на стекло. У меня в машине все примочки для этого существуют. А вы пока выдумайте ваши вопросики. А я пока сделаю примочку, которая прилеплю к стеклу и смогу с вами дальше спорить. Да я шучу. Не буду я с вами спорить. Зачем мне это? Не бойтесь. Так. Раз. Опа. Два. Три. Переезжаем. У нас называется переезд. Переезжаем вот сюда. Опа. Мы переехали. Чуть-чуть подрегулируем вот это. Наклончик. Все. Крутенько. Я почти готов. Выставляем очки в эту сторону. Телефон в эту. Мы что, придумали там? Убираем этот стабилизатор. Я вас на таком стабилизаторе носил по городу. Это для тех, кто кричит, что нельзя там, блин, все не надо свои сумки держать в зубах, там, блин, прятать каждый телефон и все. Я жил с таким стабилизатором, с телефоном самым дорогим по всей этой прогулке. И насколько вы видели, никто на меня не кидался и не пытался у меня что-то отгрызть. Вот. Это для этих супер перепуганных безопасности. А может потому, что я в шортах ходил. Они сразу своего узнают. Когда видят такого чувака, который идет просто в шортиках, в этом самом, болтает на русском, хотя бы на ломаном, насколько могу. Так, теперь хлебнуть водички, и я готов к продолжению разговорчика. Хотя хрен я хлебну водички, она где-то закатилась, эта водичка в моей машине. Так, смотрим. Я уже, наверное, мне уже подсказали. А вот ребята снова дальше пошли. Ходят, квартиры, наверное, ищут. Смотрите, вон пошли. Они тут в каждую дверь заглядывают. Наверное, они ищут квартиру. А может, меня потеряли. Может, вспомнили, что это был я. Да пошли меня искать, я в машину сел. Всякое бывает так. Так что с Бразилией, не смешите, Андрей. Так. Леонид, здравствуйте, из Ленинграда. Скажите, как Аргентина с торсырьем, типа прием металла, макулатура, бутылки и так далее? Смотрите, довольно развито. Каждый вечер. У нас прямо кооперативы с этого сделали. Приезжают люди из пригорода, которые, грузовик их привозит, мешки такие здоровые, их в автобусе, им выдали специальную форму, чтобы они освечивали, чтобы когда они ходят. И они собирают именно по городу Буэнос-Айресу каждый вечер вторсырье. На свои тачки свозят, скидывают эти мешки, потом этот грузовик увозит все эти мешки куда-то там на приемный пункт. И раньше это было не так организовано, каждый сам по себе брал тачку и ходил, собирал и сдавал и металл, и макулатуру, и все остальное. Сейчас еще призывают, типа раскладывать мусор в разные ящики, типа то, что можно на переработку, чтобы оно было в одном мешке, в другом. Даже власти Буэнос-Айреса пронесли
Так, я тут укладываешь. Даже власти Буэнос-Айреса такие специальные мешки в двери звонили и раздавали специальные мешки для сбора, так сказать, картонки, все такого, чтобы у людей были. Вот. Ну, это, конечно, не все прямо там сидят и собирают, и делают это. Ну, так, кто делает, кто не делает, на любителя. Но развито это. Каждый вечер Буэнос-Айрес наполняется этими сборщиками всякого вторсырья. Так, уже дают почти по черному курсу, по карте виза зарубежной. Может и дают. А что-то хоть дают по черному визу. Да, есть такое, может быть. Так. Это не единая валюта, а обменный суррогат вроде как при переводе. Да нет вообще никакой, валюты. Нет валюты между Аргентиной и этим самым. Это предложения эти о создании такой валюты еще с тех пор, как Меркосур создали, с тех пор всегда выдвигает такую идею создать эту валюту. Никогда она не создавалась. И сейчас, скоро выбор, я вчера объяснял, чуть-чуть затрону и все. Кто хочет более подробно, вчерашний стрим только с этого и начался. Я сидел и рассказывал про эту единую валюту и зачитывал именно с газеты вам экономические и все. Всего лишь навсего. Так как скоро выборы, через полгода президентские уже начинается старт, гонка, успехов нет. 3,5 года прошло в пыль, потому что под видом борьбы там с коронавирусом, с другим, с 5-м, 10-м, то есть экономика ушла в пыль. Надо хоть какое-то достижение показать. Вы знаете, есть такое, когда правительству надо показать хоть какое-то достижение, особенно поближе к выборам. Вот этим достижением попытались хоть что-то, чтобы показать. Потому что выбрали одного министра экономики, выбрали другого министра экономики, выбрали сейчас из своей партии третьего министра экономики, а ВОЗ и ныне там. То есть, как шел доллар вверх, так он и прет. Никакой министр экономики никуда в сторону ничего сдвинуть не может. Вот придумали такую новую фиговинку, типа показать, мы бы сделаем новую валюту. Но только она никому не нужна, я имею в виду, в той же Бразилии она не нужна вообще. И решили, что сделать только комиссию будут создавать, которая будет думать, нужна она или нет. И не путайте создание комиссии о том, чтобы подумать, надо ли или не надо, это политические вот эти словобредни, с тем, что создание валюты. Так что я тоже читал в газетах, там, на всяких передачах, там рассказывают некоторые пропагандисты, что там все, Южная Америка дает там удар по доллару, она там откажется от 5-10 бредни, это все. Никто никакого удара по доллару не дает. Так. Зачем посольство отгородили такими штуками? Чего они боятся? Забастовок они боятся. Туда периодически приходят и пытаются их закидать всякими нехорошими вещами. Вот потому. Особенно в начале войны это было очень часто. И, кстати, я вам скажу, что больше всего туда идут именно русские, которые сюда приехали, обкидывать их, так сказать, гнилыми помидорами. Вот потому и закрыто для безопасности. Все-таки посольство, оно должно быть, считается, страна отвечает за безопасность посольства в своей стране. Вот. Ну, так, периодически, как только что-то сильное случается снова на этой войне, народ собирается и идет туда, аргентинцы, украинцы, русские, и начинает обляпывать там все подряд. Ну, вот для этого и щиты стоят. Так, молодежь аргентинская валит из Аргентины, а русская молодежь валит в Аргентину. Я вам так скажу, аргентинская молодежь, да, некоторые есть такое, что едут из Аргентины, но это не значит, что тут где-то стоит вся аргентинская молодежь и валит из Аргентины. Тут полно молодежи, которая никуда не валит. Вот, так что так вот просто говорить, аргентинская молодежь валит из Аргентины. Нет, не валит вся аргентинская молодежь из Аргентины, но есть некоторые случаи, когда, да, уезжают. Особенно у кого есть там дедушка, бабушка, где-то жили в Европе, они там, их внуки, они имеют право получить вот этот европейский паспорт. Многие едут и, ну, как бы у нас называется, опровечарят. Многие едут и пользуются вот этой возможностью, чтобы попробовать устроиться в Европе. Да, такое существует. Кто-то в Америку, кто-то в Бразилию, но оно, как вам сказать, всегда было, что в странах есть люди, которые едут в другую страну, чтобы попробовать там пожить. При кризисах они немного больше увеличиваются, но массового свала такого, как русских из России, в Аргентине нет. То есть такой массовки, прямо вот, видите, вот массово все там хотят свалить с Аргентины. Нет, такого нету. Да, может быть чуть больше при этой вот дохлой экономике, которая сейчас, будем надеяться, что она поменяется правительство и что-нибудь изменится в другую сторону.
что больше, чем всегда. Или, во всяком случае, об этом больше в газетах начали говорить, скажем так. Что начали писать, да, вот тот поехал туда, добился успеха, а тот поехал туда, создал там, не знаю, аргентинские пирожки печет эмпанадос, и там всем нравится, и он добился успеха. То есть такое есть, бесспорно, никто не говорит, что не едут. Ну и массово тут никто под посольствами, очередей нет под иностранными, чтобы сидеть и, это самое, уплакиваться. Дайте мне визу, дайте мне визу. Так что не разводите баечки, Антон. А я телефон, деньги в трусах ношу, когда иду в Буэнос-Айресе. Вася, смотри, бо у нас много всяких есть. То вдруг кто-то захочет тебя это самое снять. Ладно, шутки это все, конечно. Носите где хотите, в трусах. Я не ношу в трусах. Я ношу там, где все носят. Так, я ищу, где моя вода? Где вода? Была же вода. Когда мы ездили в поездку, была вода. Только куда ее бросил? Эту воду. Теперь вот мучаюсь. Ну ладно, сейчас придет Света, пойду куплю воды. А я не ношу, я ношу в карманах и телефон, и деньги. Просто для этого существует в шортах карманы. Положил их туда и пошел. Ну, а есть люди, которые носят там. А есть люди, которые в селе в своем носят в лифчике, когда в магазин идет, бабка свою пенсию несет. Это не показатель. Это кто где привык носить. Так что я думаю, что если человек привык носить там, то носит там. Это где кому удобно. Так, а по-моему, отсутствие достижения это уже достижение. И я вот, кстати, с этим выражением больше всего соглашусь. Чтобы если бы меньше было, достижений, было бы вот все-таки более стабильно. Когда-то были такие периоды в Аргентине, когда правительство занималось тем, что там тихонько где-то оружие налево-направо продавало. Ну, в общем, практически не лезло в жизнь простого народа. И, знаете, это была такая стабильность, Все делали то, что считали нужными, никто никого не кошмарил, Ну, когда пришли и начали показывать, как надо жить, с тех пор начался весь этот, кошмар. И чем больше, достижений хотят достичь, тем больше кошмара от этого всего получается. Вот все, что не примут, все, что не скажут, оно выворачивается вот раком потом для простого человека. Так что, Леонид, вы не хотите, например, испанский паспорт? Нет, не хочу. Нафига он мне, скажите? Ну вот нафига мне, испанский паспорт? Я вчера объяснял в стриме, я аргентинским ни разу не пользовался. У меня этот паспорт, больше 10 лет, я им ни разу не пользовался. Нафига мне еще испанский? Что я их буду солить? У меня есть, украинский паспорт, у меня есть аргентинский паспорт, у меня есть паспорт Советского Союза. Нахрена мне еще 4-й паспорт? Так что не хочу я испанский паспорт. Дело в том, что есть люди, которые едут сюда за паспортами. И таких полно. Вот просто тупо паспорт. Я же приехал сюда жить. Я не приехал за паспортом. Вчера тоже в стриме объяснял. Мы приехали и лет, наверное, может через 10 только мы подали на получение паспорта. Лет через 10 жизни. То есть у нас была возможность его еще вначале подать и уже иметь и все. Но так как он нам в принципе не нужен, потому что мы живем в Аргентине, мы не бегаем туда-сюда по странам, мы не скачем с места на место. Соответственно, и на случай чего мы и этот раз продлили паспорт только перед самой пандемией по одной простой причине. Уже думаю, что может я съеду и встать на мое место. Увидели, что я съеду. Это самое. И только по той причине, что пандемия, фиг ее знает, как тут что будет, плюс всякое может быть с этой войнушкой долбаной, которая началась. Мало ли, у кого в голове заскок какой случится нахрен. И вот думаем, надо бы паспорта иметь в порядке. И вот пошли и продлили паспорта, то есть получились новые и все такое. Потому что те уже, по-моему, то ли просроченные были, то ли нет. Но и так они, как мы их получили, так они и лежат, и все. То есть, в принципе. А есть люди, которые прямо еще до Буэнос-Айреса не приехал, еще такое пишет, вот я приеду туда, через сколько мне дадут паспорт. Он даже не знает, че он вообще тут, сможет задержаться. Но он уже, в голове себе рисует паспорт аргентинский. Мы себе это не рисовали, оно, получили, потому что уже очень давно, и все такое. Но мы им как тогда не пользовались, так и теперь не пользуемся. Так как и другими. Так что нет, не хотим.
10 миллионов американцев. Так, кто мне там, блин, калашмать? Оперся в мою машину какой-то, стал там, оперся. Я думаю, кто меня там, блин, толкает. Это какой-то своей попой уперся. Так. 10 миллионов американцев живут в других странах. Ежегодно 500 000 американцев уезжают из Америки. При этом миллионы валят в Америку. Вот это, кстати, вот довольно правильно. Я тоже пытался такого стиля что-то объяснить, но, наверное, у меня как бы не выразился так понятно, как вот человек выразился. Что да, по всему миру. У нас тоже, кстати, живут американцы, у нас живут европейцы. И вчера на чате люди с Европы говорили, что они вот имеют полное намерение там бросить и приехать сюда жить. Так что живут разные люди, где хотят, где им удобно. Здесь живут немцы, я вот обслуживал компьютера стареньким немцам. Они там получают пенсию свою, и здесь живут в Буэнос-Айресе, им это нравится, прикалывается. Здесь национальностей хватает полно. Вот сегодня мы шли, сколько раз я вам показывал, русских поздоровался, один подошел, с ними я поздоровался, они ответили. И русских здесь полно, и украинцы сюда приедут. А если там более горячая потасовка начнется, так еще больше всех оттуда побежит. Ничего в этом такого нет. И сказать, что тут аргентинцы прямо валятся Аргентины, это фигня полная. Не валят аргентинцы из Аргентины. И есть некоторые люди, которые раньше бы свалили даже при этой экономике, и без этой экономики. Хотят попробовать себя и увидеть мир, и попробовать себя где-то в другом месте. Это совсем разные варианты. Это совсем не значит, что это тут кто-то куда-то валит. Так. У нас в России нет выборов и демократии. В Аргентине народ может переизбрать своих руководителей. Есть демократия. Вот с этим тоже соглашусь. Не буду сейчас все это переделывать. Но да, здесь выборы не привозят и не скидывают, как говорят, мешки или там нарисуют. Как выборы, блин, как Запорожская область проголосовала, блин, за вхождение в Россию. Ну прямо вообще класс. Особенно, когда даже и Запорожскую область не взяли. Но она, блин, по вашему телеку показали, как она вся там проголосовала. Пришло два мужика с автоматом, проголосовали. Здесь нет, здесь действительно есть выборы, здесь действительно считают голоса. И уже другой вопрос, что если вот это правительство почему так долго торчит? Потому что они на бедных играют хорошо. Они им дают всякие там пособия, всю вот эту фиговину. И это, ну, как бы, те и хотят, чтобы им давали пособие. Так что вот в прошлый раз, когда их снова выбрали, это было честные выборы. То есть в каком плане? Нам не нравится, что их выбрали половине населения, но никто не пошел оспаривать, потому что все видели, что это действительно так. Макри тогда был еще большим дурачком, чем мы ожидали, стал. И, соответственно, конечно, ну, как бы, народ снова захотел пособий и выбрал эти. Но в конечном итоге все равно это решают выборы. То есть, когда вот Кишнер правила 2 срока и выбиралась на 3-й, и имела эту возможность, имелась ресурсы, и народ проголосовал против, она даже отказалась передавать там вот эти атрибуты президентства, передавали другие люди, Макри передавали, она настолько была расстроена, настолько, ну, как бы вообще ненавидела весь этот процесс, но все равно проиграла, посчитали так, не смогла сказать, нет, блин, мы нарисуем. У нас, слава богу, нет президентов, которые правят по 20 лет, по 28 лет сидят, и это единственный на всю жизнь президент. Как-никак, люди ждут выборов и все равно пойдут. Если, конечно, снова что-то придумают, раздадут какие-то плюшки, пирожки, пособия, еще что-то, и снова проголосуют за них, ну, значит, проголосуют, значит, придется утереться. Тех, кто ждет, как говорят, перемен. Но факт в том, что, во всяком случае, я точно знаю, что хотя бы выборы так вот просто не поделываются. Потому что сам на этих выборах уже последние годы являюсь председателем избирательного участка и сам считаю эти голоса и много раз рассказывал, как это все происходит. Здесь просто так любой не прибежит и не накидает, куда он только захотел, каких-то конвертиков. Нравится, не нравится, как говорят, а все равно получится то, что выберут. Но может, конечно, и выбрать не так, как я хочу. Мало ли, блин, что я хочу. Вот как выберут большинство, так и будет. Но оно хотя бы есть. Да, скорее всего, американские пенсионеры валят жить в какую-нибудь Испанию, Португалию. Я думаю, да, может быть, а может какую-нибудь Коста-Рику, там хотя бы красиво. У них денег хватает, почему в Коста-Рике не пожить, нафига прямо аж вот Португалию или Испанию. Что, Испания такой дико крутой край, что ли? Нет, тоже не так уж прямо, чтобы... Это смотря с чем сравнивать.
Вот. Кто-то хочет в Испанию, кто-то не хочет в Испанию. Вот. В Канаду тоже 15 тысяч американцев приезжает. Так разница в том, что в основном мир переезжает из-за впечатления, аргентинцы за деньгами. Я уже миллион раз рассказывал, есть куча аргентинцев. Тут, во-первых, еще, тьфу-тьфу-тьфу, слава тебе, Господи, существует средний класс. Тут нет такой прямо хоба, прорва, типа богатый или бедный. Тут еще, слава Богу, существует большая прослойка среднего класса, простых людей, которые имеют вот такие магазинчики, ресторанчики, свои фирмочки небольшие, свои какие-то продажи, свой какой-то там маленький бизнес. Вот таких еще хватает, и это очень хорошо. И этот средний класс никуда ни за какими деньгами не едет и не бежит. Он и здесь устроится, он и здесь имеет магазинчик, ресторанчик, кафешечку, квартирку, и ему и здесь нормально. Так что не рассказывайте вот эту бесконечную байку про то, как аргентинцы с Аргентины убегают. Вот. Так, приветик. Ой, приветик. Так, почитаю, что тут еще, и будем ехать. Да, Света уже пришла, да, с таким курсом европейским пенсионерам очень нравится Аргентина. Только этот курс не особо влияет на цены продукты. Ну да, сейчас уже подорожания пошли в продуктах и во всем, независимо от курса доллара. То есть они просто пошли, да и прошли. Так, смотрим вас лет 5-6. Очень рад, что больше русскоязычных людей в Аргентине появилось. Теперь бы экономику наладить. Ну, будем ждать. Может, что-то изменится после выборов. Так, Леонид, да, невозможно быть средним классом, такой инфляцией и налогами. Да не рассказывай, Вася, возможно быть средним классом и при инфляции, и при налогах. У нас пока что рестораны не пустуют, магазины не пустуют, народ ходит по магазинам, ходит по ресторанам, ходит по кинотеатрам и по всему. Так что при инфляции Аргентина привыкла жить очень давно. Они прекрасно понимают, как можно изменить сегодня на завтра целостное обслуживание. Вот, допустим, там за ремонт компьютера вчера было 4 тысячи, сегодня 15. Вот тебе и инфляция. И все так сделают. Потом пойдешь в магазин, позавчера было столько-то там апельсины стоили 200, а сегодня 400 могут быть. И все сегодня изменят свои цены. Да, но медики себе зарплату сами не поднимут. Ну, медики себе зарплату не Учителя поднимут, они тоже. потому пойдут побастуют. Это Ну, правда. Не все могут понять. Так, Леонид, спасибо за трансляцию. Удачи. Пока, ребятки, мы поехали дальше заниматься нашими делами. Всем пока. Лайки не забудьте, подписаться не забудьте. У кого есть там это, и он знает, где колокольчик, нажмите на колокольчик, так быстрее в стрим попадете. Пока, привет вам.